Здравствуйте, друзья! Меня зовут Татьяна. Добро пожаловать на мой канал. Я сняла для вас очень много позитивных видео. И сегодня пришло время для негатива. Что я вам хочу сказать? Я хочу признаться, что я начала вести свой канал в качестве подработки. Я надеялась заработать немного денег, или много денег. Я надеялась, что у меня будет основная работа и хорошая подработка. Прямо из дому. Я очень давно мечтала найти подработку, а лучше всего работу из дому. Работать дома. Так как я носитель русского языка и в прошлом я учитель, я работала в средней школе, я решила попробовать вести свой канал. Но, насколько я вижу, на YouTube очень любят веселые видео, какие-то экшены. И не так важно материал, качество материала, как именно какое-то действие захватывающее, как фильм. К сожалению, я не веселая, возможно, неинтересная. Поэтому у меня так мало подписчиков, а самое главное, что так мало людей смотрят мои видео. Я знаю, что некоторым людям мои видео нравятся. Материал, который я даю в них, полезен для них. Я очень рада. И все-таки, как и многие люди, я бы хотела иметь какой-то доход от этого, потому что в Беларуси зарплаты очень низкие. И, к сожалению, моя зарплата не покрывает все мои потребности, все мои расходы. Поэтому я начала задумываться о том, чтобы искать другую подработку. У меня есть кое-какие идеи, и я должна попробовать, работают ли они. Раньше у меня была такая подработка. Я писала статьи и продавала их на российском сайте. Не могу сказать, что я много денег зарабатывала там, но какое-то время это была не работа, а подработка, то есть какая-то небольшая сумма денег. Мне хватало их, чтобы заплатить за интернет, за телефон и, может быть, что-то совсем по мелочи купить. Но потом случился кризис, и статьи практически перестали продаваться. То есть я вынуждена была сменить род деятельности, найти другую подработку. И в то время я открыла для себя YouTube и решила попробовать. Раньше у меня был другой канал, еще один. Это вязание и рукоделие. И какое-то время я вела этот канал, но так как на YouTube правила постоянно меняются, а у меня в основном видео состояли из картинок, из чужих картинок, картинок чужих работ, чужой вязаной одежды и музыки. И в какое-то время YouTube запретил такие видео в том смысле, что их нельзя было уже монетизировать, они считались чужой работой, то есть я использовала чужой контент. И так как я практически уже ничего не вязала, очень мало что вязала, вот, кстати, из последнего, безрукавочка, мне пришлось приостановить работу на этом канале. Конечно, изначально я хотела показывать, как вязать узоры. Но я столкнулась с такой проблемой, что на телефон очень тяжело снимать, в том смысле, что качество отвратительное и очень плохо видно. А покупать камеру — это очень затратно. Как-то не отжалела я денег. Что такое отжалеть? От слова «жалеть». То есть отдать деньги с таким сожалением, как бы вот отрывая от сердца, отжалеть. Я сказала, что буду искать другую подработку.
так как благодаря YouTube и субтитрам, которые я постоянно пишу, переводом с русского на английский, вырос уровень моего английского языка, улучшился уровень. Это мне, конечно, очень помогает в жизни, и я надеюсь найти подработку именно в этой сфере, заниматься переводами. Я посмотрела некоторые сайты и хочу попробовать. Вот, к сожалению, у меня останется совсем мало времени, я буду снимать очень редко. Но я думаю, что никто от этого особенно не пострадает, потому что сейчас на YouTube очень много хороших видео, качественных, хорошего материала, который действительно вам поможет выучить русский язык. Очень много хороших блогеров, по-настоящему талантливых, веселых, интересных, позитивных, чего я не могу сказать о себе, к сожалению. Я не такая позитивная, как остальные. Конечно, я пытаюсь. Я вам говорила, что я читаю книги по позитивной психологии. Ну, видимо, мне это не сильно помогает. Что я хочу сказать? Тяжело мне это говорить, потому что я потратила на этот канал больше 3 лет. И мне казалось, что я действительно делаю, ну, может, не столь интересные видео, но качественные в том смысле, что они реально помогают выучить русский язык тем, кто хочет его учить. Не тем, кто пришел, чтобы посмотреть какой-то захватывающий сериал, а тем, кто стремится улучшить свой уровень, говорить свободно, разобраться в каких-то правилах. Но я думаю, что если бы это было так, то у меня было бы гораздо больше просмотров. А в основном одно мое видео смотрят 100, в лучшем случае 200 человек. Ну и, конечно, потом с месяцами оно немного набирает большее количество просмотров. Конечно же, этого совсем мало, чтобы заработать какие-то хорошие деньги. Я вам уже говорила, что мне этих денег хватает только на то, чтобы платить за интернет. И все свободное время у меня уходит на YouTube, на написание текстов, на съемки, на написание субтитров, на перевод с русского на английский. То есть это очень много. Я прихожу домой в 6:30, кушаю иногда, очень редко, потому что 6:30 это поздно. И все остальное время с 6:30, ну пускай с 7 часов и до 12 я занимаюсь тем, что готовлю материалы для YouTube. То есть вы понимаете, что все свободное время я трачу на этот канал, а отдачи, ну, к сожалению, практически никакой. Конечно, в последнее время меня захватил процесс съемок, мне начало это нравиться, болтать на камеру. И даже не так болтать на камеру, как делиться какими-то интересными событиями из своей жизни. Я вам очень часто показываю белорусскую природу, и я сказала, что я начала замечать, как вокруг у нас красиво. Раньше я этого не видела. Когда ты долго живешь в одном месте, ты перестаешь замечать всю красоту окружающего тебя мира. К сожалению, это так. Поэтому мы так любим путешествовать, чтобы сменить обстановку, увидеть что-то новое. И вот когда я начала делать для вас видео, я посмотрела на все, на весь окружающий меня мир, на мой город совершенно другими глазами, как будто я раньше его не видела. Я заметила, насколько красиво у нас в мае, как у нас замечательно в октябре. И этой зимой я действительно наслаждаюсь погодой, я наслаждаюсь снегом, иногда даже морозом. Мне нравятся сугробы. Такое ощущение было у меня только в детстве. Я помню, когда мне было лет 14, я очень сильно ждала зиму, чтобы покататься на лыжах.
То есть в детстве, чем хорошо детство? Не бывает плохой погоды, не бывает отвратительных сезонов, все сезоны хороши. И только, к сожалению, с годами ты начинаешь во многом видеть негатив. Летом жарко, зимой холодно, осенью дождь и ветер, весной слякоть и грязь. Как-то так. Ну, я, как всегда, отошла от темы. В общем, если мои видео станут выходить реже, я прошу на меня не обижаться. Все мы люди, и у каждого есть свои проблемы и какие-то ожидания. Вот, какие-то ожидания от жизни. Но я должна думать о будущем, копить деньги на старость, потому что вы видите, во всем мире одна и та же ситуация. Пенсии, наверное, мы не дождемся. Ну и вообще, конечно, очень тяжело иметь и работу, и подработку. Я заметила, что я очень сильно устаю. Итак, заканчиваю болтать. Надеюсь, я вас не расстроила этим негативным видео. Можете ставить мне дизлайки. Я благодарна буду и за это. Главное, не игнорируйте меня и мои видео. Спасибо, что посмотрели это видео. Огромное спасибо, если досмотрели его до конца. Пока!